Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы рады представить вам еще один предварительный просмотр предстоящих дополнений Nordic Horizons. Сегодня мы демонстрируем некоторые из новых ресурсов и моделей зданий, которые будут предоставлены в этих дополнениях к карте для Euro Truck Simulator 2. Помните, модели, которые вы видели здесь, предоставляют собой лишь часть нового контента, создаваемого нашей командой. Поскольку это дополнение все еще находится в разработке, впереди еще много другое. И теперь давайте подробно рассмотрим, что нас ждет. Наша талантливая команда действительно проделала большую работу, поскольку недостатков в новых моделях не будет. Более 200 различных зданий, таких как жилые дома, квартиры, офисы, склады, магазины, отели и рестораны, уже находятся на стадии производства. Благодаря этому вы действительно почувствуйте атмосферу каждого места, от отдельных живописных городков до больших шумных мегаполисов. Дальнобойщики могут с нетерпением ждать появления скандинавских домов, украшенных яркими цветами, в том числе культовым красным, который так типичен для региона и часто строится из деревень. Как всегда, мы уделяем пристальное внимание деталям и местности аутентичности, чтобы окружающая среда казалась подлинной и соответствовала своему окружению. Каждый элемент от архитектурных стилей до мельчайших декоративных элементов способствует созданию естественной среды, верну своим северным корням. Имейте в виду, что это дополнение все еще находится в стадии разработки, поэтому то, что здесь вы видите, может не представлять конечный продукт. Если вы так же в восторге дополнения Nordic Horizons, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. Следите за обновлением, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ссылочка на данное DLC будет в описании данного видеоролика. В связи с недавним выпуском комплектов оборудования GCB для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, мы хотели бы воспользоваться возможностью пообщаться с одной из ведущих сил нового уникального дополнения. В сегодняшнем блоге под капотом мы поговорили с Джорджем, художественным руководителем, который помог воплотить это дополнение в жизнь. Известный своими инновациями и надежностью, комплект оборудования JCB включает в себя 10 различных марок строительных и сельскохозяйственных техник из линейки техники JCB, которые водители могут перевозить по виртуальным дорогам Европы и Америки. И так, что получилось, что послужило источником вдохновения при создании этого DLC. В то время проект был доволен меня, поскольку у меня был самый большой опыт в нашей группе. Я принял продолжение с энтузиазмом и смирением. И теперь, оглядываемся назад, должен сказать, что работа со всеми участниками была ежедневной радостью, которая продолжается. Мы больше не просто группа энтузиастов, но и прежде всего одна большая семья, которая работает как команда, заботится об этом ребенке, которого мы создали вместе. Итак, какова была ваша роль в создании этого комплекта оборудования JCB? Мы попросили Джорджа выяснить. В середине 2023 года, после 3-летнего перерыва, я вернулся в SSX в качестве старшего 3D-художника. Перед уходом я переработал в SSX более 7 лет, поэтому не было необходимости знакомиться с рабочими процессами и технологиями с нуля. Работа из SSX прошли долгий путь. За это время я проделал большую работу по улучшению качества продуктов, инструментов и рабочих процессов. Моей первой задачей была грузовой агрегат JCB Factars 4220 и сразу же влюбился в него, потому что это настоящий гонщик среди тракторов. Итак, сколько человек было задействовано в создании этого дополнения? В то время над GCB работают 2 художника, и постепенно к ним присоединялись другие, включая меня. В общей сложности наша команда художников по 3D-графике состояла из создателей Дино Чичика, Либоша Григуара и Сергея Тристана, а также Волкка, занимающиеся салонными аксессуарами. И, конечно же, были созданы многие другие от производства до исследования, контроля качества и маркетинга. Со временем проект разросся, и, следовательно, потребовалось больше контроля и оптимизации производства возросла. Итак, сколько времени потребовалось на создание этого дополнения? Какие грузы были самыми увлекательными или наиболее сложными в создании? После почти года напряженной работы, ухода на настройки и оптимизации каждой отдельной машины или игрушки, мы получили зеленый цвет. Конечно, продукт был удобен на всех уровнях. Мы рады, что контент GCB вызван огромный интерес и к обеим нашим играм. Как вы решили, как оборудование JCB включает в такой обширный каталог? Нельзя пренебрегать справочными материалами, качество которых отражает результат. Они были поставлены в виде сад-модели непосредственно GCB, которые также определили предпочитательный выбор машин, о которых мы взаимно договорились.
Джордж продолжать объяснять, что в этом отношении нашей игры также требуется сбалансированный и интересный контент. Что касается сет-файлов, то они в основном предназначены для производства реальных машин содержания миллионы полигонов и бесполезных для самой игры. В нашем случае они служили только шаблоном. Эти подробные шаблоны пришлось дополнить фотограмметрией. Проще говоря, технологии обработки нескольких сотен фотографий, сделанных вручную, на основе которых впоследствии создана 3D-модель с использованием специализированного программного обеспечения. По сравнению со шаблоном SAPS, такая модель предлагает дополнительный уровень информации, такой как реальные поверхности и цвета материалов, и вы можете легко проверить, как на самом деле выглядит реальный объект в реальной среде, и с этим пакетом рекомендуется было приятно работать. Вам или кому-либо из команды удалось лишь увидеть какое-либо оборудование. Благодаря этому мы смогли познакомиться с прекрасными, а в некоторых случаях и гигантскими машинами лицом к лицу. В этом случае выражена огромная благодарность чешским компании Termet и Rekkas, строительной и сельскохозяйственной техники, которые сделали для нас возможным этот процесс фотограмметрии. Были ли какие-либо проблемы и что вы сделали, чтобы их преодолеть? GCB признан во всем мире ведущий производитель строительной и сельскохозяйственной техники, поэтому пришлось приложить гораздо больше усилий, чтобы соответствовать строгим требованиям GCB, а также уделить большое внимание деталям и качеству изготовления. К счастью, Сетец уже имел большой опыт в этом. Нам нравится, как много деталей было вложено в каждое оборудование и аксессуар для салона. Были ли это важным аспектом для команды VR, игровая студия с более чем 25-летним опытом работы в области разработки, и за это время она завоевала репутацию, подтвержденную силой базы поклонников. Поэтому нашим приоритетом в этом работе является упорство и прежде предлагать интересный контент, независимо от сложности этого процесса. Но как всегда, все зависит от людей. Я могу с честью совести сказать, что я всегда мог полностью положиться на каждого члена команды, независимо от их предыдущего опыта. Джордж продолжает объяснять подробнее. Члены команды либо уже имеют опыт, либо просто хотят достичь его. Для успеха достаточно обоих вариантов. Осталось зависит только от позитивного отношения к общению и командного духа. Каждый из нас вносил равный вклад и учился друг у друга, что, кстати, приятно в нашей работе, иметь возможность поделиться друг с другим идеями и приемами, и таким образом профессионально продвигаться вперед. В этом случае были необходимы установить воображаемую планку намного выше и сосредоточиться именно на реалистичном дизайне, сохраняя при этом наши стандартные оптимизации. Проще говоря, модель находится на том же уровне, что и любые другие аналогичные грузовые средства в игре, с точки зрения сложности геометрии и разметки текстур. С той лишь разницей, что мы потратили больше времени на отдельные аспекты, на проработку деталей, там, где это оправдано, полировку отдельных изгибов или унификация текстурных деталей, цветов, как если бы все это было работой одного человека. Поэтому возникла необходимость больше думать о распространении нашего рабочего процесса и ноу-хау по всему DLC. Я верю, что DLC это направленно откроет нам путь к другому подобному проектам в будущем, так что определенно есть чего ожидать. Если вы еще не сделали, обязательно ознакомьтесь с комплектом оборудования JCB, который предлагает водителям, желающим привозить как ETS-2, так и ATS по сниженной цене. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу специального комплекта в магазине Steam. Если у вас еще есть замечательное дополнение и оно вам нравится, подумайте о том, чтобы оставить положительный отзыв. И для нас мы надеемся, что вам понравился обзор этого дополнения Under Hitnote. Дайте нам знать, если вы в будущем захотите прочитать о каких-то конкретных предметах, а пока продолжайте заниматься грузовиками. Ссылочка на комплект данного DLC будет в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады нашему Best Covers. Специальный блог. В конце прошлого года мы выпустили дополнение Farm Mansions для American Truck Simulator вместе с расширением карты Канзас. И теперь впервые в нашей истории после получения положительных отзывов наши коллеги подготовили для вас буклет с подробностью описания того, как создавалось дополнение сельскохозяйственной техники. Этот грузовой пакет, связанный с сельским хозяйством, был выпущен 30 ноября для ТС и включает в себя два внутриигровых бренда сельскохозяйственной техники. Дальнобойщики получили 9 единиц новой сельскохозяйственной техники, от тракторов до разнобрасывателей, а также 5 аксессуаров для салона, таких как набор для ланча в стиле амбара или автономный трактор. Вы можете ознакомиться с возможностью этого грузового пакета здесь или получить его прямо в Steam.
Несколько недель спустя мы рассказываем вам о том, как создавались все дополнения в блоге с нашим коллегой Станиславом, один из наших 2D 3D графических дизайнеров, который помог воплотить DLC в жизнь. Теперь он и его коллеги сделали все возможное после того, как увидели положительные отклики на тизер буклета в конце блога и составили красивый буклет, который дальнобойщики могут бесплатно прочесть и насладиться им в цифровом виде. На этот момент мы не планируем выпускать печатную форму буклета, каждый может бесплатно ознакомиться с ним онлайн. Мы надеемся, что вы оцените и получите удовольствие от еще одного взгляда за кулисы этого дополнения. Если вы хотите переводить этот груз и украсить свой салон этими потрясающими аксессуарами, то получить дополнение в Steam. И не забывайте следить за обновлением, подписываться на наш Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ссылочка на данное DLC будет в описании данного видеоролика. Без лишних слов пришло время рассказать о нашем следующем штате США для American Truck Simulator. Сегодня мы рады сообщить, что наша команда усердно работает над созданием от шумных городов до реки Миссисипи, Айова, для американского симулятора грузовика. Расположенный в верхнем регионе Среднего Юго-Запада Соединенных Штатов Айова образует мост между лесами на востоке и лугами прерий на западе, также известный как штат скалистых глаз. Штат Айова приглашает дальнобойщиков познакомиться с его дорожной сетью, городами и местными производствами. Де-Мойн, столица штата, оживленный город, который вы не захотите пропустить, будучи крупнейшим городом Айовы. Он является центром культурной и экономической активности. На горизонте завершается впечатляющее здание Капитолий, штат Айова, достопримечательность которого обязательно стоит посетить, с 5 куполами, самый знаменитый из которых покрыт 23-кратным золотом. Однако здание Капитолия не единственное, что сияет в Айове. Водители могут полюбоваться множеством живописных видов, особенно когда следуют небольшой городки вдоль знаменитой реки Миссисипи. Является второй по длине рекой в Соединенных Штатах. Протяженность более 2000 миль. Эта впечатляющая водяная артерия протекает через 10 различных штатов. Хотя Айова и не самый большой штат США, здесь, безусловно, расположено множество крупнейших в мире. Вы найдете множество интересных достопримечательностей во время своего путешествия. Не забудьте заглянуть в некоторых из них, чтобы сделать 1-2 скриншота. Вокруг множества местных отраслей, ни одна из них выделяется среди остальных. Это сельское хозяйство, особенно когда речь заходит о выращивании кукурузы. Айова по праву заслужил прозвище «Король кукурузы». На протяжении более чем 2 десятилетий в 2023 году штат произвел чуть более 2,5 миллиардов бушлей кукурузы, многие из которых оказались на объединенных тарелках по всей территории Соединенных Штатов. Пожалуйста, имейте в виду, что все это, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и может не представлять конечный продукт. Тем не менее, мы рады рассказать подробности о том, что должно появиться в дополнении в будущем. До тех пор обязательно следите за нами в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, чтобы узнавать вам последние новости и добавлять Айова в DLC в свой список пожеланий Steam. Если вам нравится то, что вы видите, то в следующий раз продолжайте работать. Ссылка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радуют разными халявами. Работа над проектом переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 не прекращается. Хотя ранее мы перерабатывали Рейнский регион для обновления 1.50, мы переходим к другим областям. На этот раз мы хотели поделиться с вами прогрессом, которого мы достигли в городе Бремен и его окрестностях. Бремен — исторический город, расположен в северной части Германии, далеко от Северного моря, на реке Визер. Город известен своей живописной средневековой архитектурой, в том числе внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, бременские ратушные статуи Роланда. В Euro Truck Simulator 2 весь город был полностью перестроен с нуля. В рамках этого преобразования мы добавили на карту порт Бремерхевен, расположенный примерно в 60 километров к северу от Бремена, который является одним из ведущих центров перевалки автомобилей в Европе. Ежегодно через этот порт импортируют или экспортируют более 2 миллионов автомобилей. Дальнобойщики, доставляющие грузы в Бремен и из Бремена, столкнутся с совершенно новыми перекрестками, ведущими в город, который был преобразован, чтобы лучше представлять его реальный аналог. Ориентируясь по нему, вы также сможете взглянуть на оживленный исторический центр города и проехать по некоторым красивым районам Бремена.
Еще одна часть, на которой мы хотели бы сосредоточиться, была экономика города и его окрестностей. Мы попытались смоделировать более реалистичную экономику, включая ее в отрасли, расположенную вот в этом районе, такие как автомобильный завод, фабрик по производству напитков и речной порт, расположенный на реке Визер. Мы с нетерпением ждем возможности изучить эту переработанную часть Германии, как только она будет выпущена, и надеемся, что вы тоже. Но имейте в виду, что все, что вы здесь видите, уже находится в стадии разработки и может измениться. А пока не забывайте следить за обновлением, подписываться на нас в наших Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Увидимся в пути. У нас есть захватывающая новость. Для нашего лучшего сообщества, как всегда, ходят слухи, что на виртуальном европейских дорог был замечен новый грузовик, и он направляется в вашу сторону. Одному NPC удалось сфотографировать его, приезжая мимо. Давайте посмотрим. Этот новый грузовик остается окунутым тайной. Его быстрое ускорение и бесшумность затрудняют его обнаружение и детального наблюдения. Как видно на фотографии, никому еще не удавалось получить более четкое изображение. Наши источники сообщают, что этот грузовик идеально подходит для региональных междугородных перевозок. Может ли вы помочь нам модифицировать этот грузовик, название которого пока не разглашается? Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете появления нового грузовика в мире Euro Truck Simulator 2. Не забывайте следить за обновлением, подписываться на нас, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Кому не нравится натыкаться на безбрежное озеро или стремительную реку во время перевозки груза? Водные объекты — это идеальные природные пит-стопы, предлагающие освежающий отдых и потрясающие виды. Сегодня мы приглашаем вас глубоко погрузиться в некоторые из самых важных рек и озер Арканзаса, которые мы воздали для такого предстоящего расширения карты для American Truck Simulator. Река Арканзас, которая течет с запада на восток через весь штат, вероятно, является одним из самых важных водоемов в естественном состоянии. Первоначально река берет начало в Колорадо и протекает через Канзас и Оклахому, переходя через несколько важных городов Арканзаса, таких как Форт Спит, Литл Рок, столицы, Пайт-Блафф, прежде чем впадает в реку Миссисипи. Эта знаменитая американская река образует всю границу между Арканзасом и Миссисипи. Дальнобойщики смогут увидеть самую длинную реку в Северной Америке и полюбоваться его станцией Лейкпорт, расположенной недалеко от Лейк-Виллидж. Доставляя туда груз, вы также сможете увидеть мост Гринвилл, пересекающий реку, соединяющую Арканзас и Миссисипи. Уайт Ривер Спрингс. В северо-западной части Арканзаса затем делает небольшой крюк на север в Миссисипский озарк, прежде чем снова проложить свой путь на юг через естественный штат. Реки пересекают более половины территории штата с севера до юго-восточной границы, где впадает в реку Миссисипи. Протекающая через Арканзас, а затем Луизиану, река Уачита будет в основном замета водителям грузовиков, проезжающих через красивый курортный город Хот-Спрингс, известный своими природными терминальными источниками. Основным водохранилищем на реке Арканзас занимает почти 40 тысяч акров, 160 квадратных километров. На этом северо-восточном берегу расположен Арканзас, единственная атомная электростанция штата. И не забывайте посетить ближайший город Рассвелл, одна из живописных городков, представленных в этом дополнении к карте. Озеро Нортфорк. Искусственное водохранилище на реке Нортфорк, созданное плотиной Нортфорк. Хотя река берет начало в Миссури, самое озеро расположено в северном Арканзасе, чуть ниже по течению от плотины реки Нортфорк, сливается с рекой Уайт. Озеро Шико. Самое большое вторичное озеро в Северной Америке, а также самое большое естественное озеро в Арканзасе. Он образован рекой Миссисипи и расположен к востоку от Лейк-Виллидж, поэтому дальнобойщики смогут заметить его, проезжать через этот очаровательный живописный городок. YouTube, TikTok и Instagram, Facebook, Twitter. Мы надеемся, вам понравился этот обзор самых значительных водных объектов Арканзаса, которые также и появляются в этом дополнении к карте для American Truck Simulator. Просто имейте в виду, что все сейчас видите находится в стадии разработки и может измениться до официального релиза. Если вы хотите показать нам, как вы рады выходу дополнения Арканзас, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. Пока следите за нами на нашем сайте, чтобы не пропускать ни одной новости от ссылочка на Арканзас находится в описании данного видеоролика. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов.
Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И еще, дорогие друзья, как вы помните, я проходил новый ивент в Euro Truck Simulator 2. Я его за кадром прошел. Сейчас на экране вы видите то, что мне выдали награды. Можете поздравить, данный ивент у меня пройдено. А с вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкмекер. Разбавить канал, который сейчас видите у меня на экране, на колокольчики и подписка на канал. Всем пока.